Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас, что пишет армянская пресса. Вот есть такой в Карабахе Давид Бабаян, он заявляет: в Баку не скрывает, что одной из сверхзадач Азербайджана и Турции является расчленение Ирана. Вот на фотографии Давид Бабаян, он является главой МИД Карабаха, и вот он это заявил. Баку не скрывает, что одной из сверхзадач Азербайджана и Турции является расчленение этого самого Ирана на части. Вот здесь Азербайджан, здесь Иран, видите, граница, и что, мол, такие планы у Ильхама Алиева с Эрдоганом, чтобы как бы присоединить себе часть, вот эту часть, северную часть Ирана, а это считается Южный Азербайджан, как бы считается. И вот сейчас познакомлю подробнее, что он заявил. Так, думаю, так, вот, что сейчас уже началась типа антииранская политика в Азербайджане. Он напомнил, этот Давид Бабаян, что вышеуказанной целью муссируется Южный Азербайджан. Хотя это неправильное название, потому что исторически Азербайджан один, он находится в Иране, что-то написано, нынешняя Азербайджанская республика или Азербайджан была создан искусственно в геополитических целях, заметил Бабаян. Блин, такие мысли высказывает, не понял я. Думаю, очень многие понимают, какую опасную игру ведут Турция и Азербайджан. И мы всегда говорили, что эта политика заигрывания не приведет к добру. Может повториться сценарий 30-х годов прошлого века, когда все попытались заигрывать с гитлеровской Германией, преследуя какие-то свои интересы, а проиграли все. А политика Турции и ее лидеров сейчас очень похожа на то, что происходило в Германии. Сейчас целый ряд стран повторяет ту же ошибку, заигрывая с Турцией, подчеркнул глава МИД Бабаян. В общем, Бабаян заявил, что все, сейчас, ну вот как раз Армения, вот здесь Иран, что конкретно вся политика Эрдогана, Ильхама Алиева, это присоединение части Ирана, то есть расчленение Ирана на части, как бы на различные там регионы, а вот эта вся южная часть будет считаться Южным Азербайджаном. Там проживает 40 миллионов азербайджанцев. И вот как раз видите Азербайджан, если он присоединилась бы, эта часть, было бы вообще хорошо. Это считается еще один Азербайджан, если не больше бы еще присоединился. Огромная территория бы была, еще плюс 40 миллионов азербайджанцев бы присоединились. А армяне очень беспокоятся, вернее этот Бабаян в Карабахе, что сейчас, мол, начнут захватывать земли Азербайджан с Турцией и захватят и Тегерана, большую территорию, ну и армянам-то там не позавидуешь. Тоже придется собирать чемоданы оттуда. И вот как раз по этой теме Азербайджан при поддержке Турции стал еще более агрессивнее и наглее, заявил этот Давид Бабаян. Так, ситуация в регионе полностью изменилась после 9 ноября 2020 года. 9 ноября вписано кровью в истории армянского народа. С одной стороны, в этот день завершилась кровопролитная война, с другой стороны, итоги этой войны тяжелые и жестокие, и мы по сей день ощущаем последствия, заявил Бабаян. Более того, Азербайджан после 44-дневной войны стал еще более агрессивным, более наглым, ощущая полную поддержку Турции. Так, сейчас после 9 ноября ситуация типа уже другая. И вот уже он говорит, что все поменялось. И все же мы уверены в выбранном пути. И даже этот тяжелый момент не имеет права сломиться. Армяне держатся, в общем. Слишком много жертв принесено на алтарь, слишком много разрушений. Наша святыня Яраблур кратно увеличилась в результате развязанной Азербайджаном войны. Независимо ни от чего мы должны стоять до конца, вести правильную политику, пытаться выйти из тяжелого положения, то есть состояния. А если мы все это сделаем правильно, возможно повернуть колесо истории, заявил Давид Бабаян. Я уже вижу, что
Все, что сейчас происходит вообще вот на Южном Кавказе, в России и Украине, все так и будет двигаться. Иран, Азербайджан будут освобождать свои земли, потому что у них сильная армия, сильные лидеры, сильная экономика, и все. Этим странам типа Армении, вот, Грузии придется очень несладко. Их просто задушат здесь экономически, и финансово, и военным будет, в общем, задавлены. Если Иран удастся расчленить, как сказал Бабаян на части, это будет очень выгодно и Турции, и Азербайджану. Присоединятся огромное число азербайджанцев. В Азербайджане будет 50 миллионов, в Турции тоже там очень много. И братские народы будут, два народа, как бы сказать, и они объединятся. А если еще удастся, может, еще и больше территории, как бы сказать, присоединить, это вообще будет плюс. Тогда армянам говорю, вот здесь это все. Чего сегодня выпустил ролик, Караченко говорит, чемодан, вокзал России, в общем. Он говорит, что если сейчас ситуация будет складываться в этом регионе, ну, в таком направлении, армянам здесь просто не дадут выжить. И говорю, представляете, если все вот эта территория будет Азербайджана, Армения в полной блокаде будет, в полнейшей блокаде. Ничего она не сделает. Слабая страна, слабая экономика, армии нет, просто руки вверх и сдадутся. В общем, колючей проволокой вот точно обнесут, и там будет сидеть как в тюрьме, как в концлагере. Говорю, вот такая Бабаян, говорит, думает, что удастся выкрутиться, не удастся. Сейчас идут геополитические изменения, сильные страны будут захватывать слабые, а две страны, Турция и Азербайджан, очень сильные страны. А Ереван, Армения, очень слабая страна по всем показателям. Только если, конечно, Тегеран не спасет Армению и не будет поставлять оружие, деньгами там, в общем, вот это вся надежда армян на Тегеран, на правительство этих мул иранских. Если этот режим мул рухнет в Тегеране, то Армения рухнет. Это железобетонно, я вам говорю. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.